Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Этим видео, друзья, я даю старт серии обзоров самых актуальных трендов на холодный сезон. Марафон модных показов уже давно завершен, а значит, пришла пора наконец-то определиться с основными тенденциями и направлениями. Для начала, в качестве главной темы для обсуждения, я выбрала модный цвет осень-зима 2024-2025. Традиционно топовую палитру оттенков определяют эксперты Института Pantone, взяв за основу прогноз Нью-Йоркской недели моды. Как всегда, это 10 основных и 5 нейтральных базовых тона. Они прекрасно дополняют друг друга, их легко комбинировать, многие достаточно универсальны. У каждого цвета есть свое необычное интересное название, своя оригинальная трактовка. Со слов исполнительного директора института, цвета стремятся к балансу между более знакомым и новым, захватывающим, сочетают долговечность и функциональность, практичность и элегантность. Надежные, прочные, они подчеркивают нашу глубокую связь с природой. В своем обзоре я сохранила очередность представленных оттенков в модной цветовой гамме Pantone. И первым в этом списке обозначен томатный крем. Его краткое описание – питательный, в меру поджаренный, ароматный, вкусный. И правда, друзья, что может быть лучше холодным вечером свернуться калачиком в любимом домашнем кресле с чашечкой теплого томатного крем-супа? Эксперты института решили взять это восхитительное уютное чувство на заметку и вдохнули его в цвет, призванный согреть тело, сердце и душу. Алая улыбка. В комментариях значится как гламурный красный цвет, отражающий наши желания. Или средне-темный розово-красный. Он навеян природной красотой и полон энергии, жизни, дает добро на любые эксперименты по стилизации. Такой сочный цвет отлично миксуется с базой, а еще не позволит нам загрустить даже в самый дождливый и пасмурный день. Под надоевшие серые будни алая улыбка обязательно разбавит яркими красками, заставит любую хандру и скуку скрыться с глаз долой. Золотая пальмовая ветвь. Название многим из нас покажется удивительным как для модного цвета и одновременно очень знакомым. Буквально обозначает средне-темный оттенок желтого с благородным золотым отливом. С этим цветом я советую быть осторожней. Далеко не всем будет к лицу, особенно при выборе монохромного образа. Но для поддержания модной тенденции и бодрого настроя можно включить в свой наряд на холодный сезон одну вещь в приятном эффектном тоне. Авантюрин. По трактовке Pantone – зеленый цвет на минеральной основе. Он схож с оттенком натурального камня, который, согласно поверью, обладает магическими свойствами, дарит только положительную энергию, отгоняя прочь неприятные мысли и страхи. Авантюрин помогает обрести уверенность в себе, приносит спокойствие, делает владельца более искренним и открытым. Одежда в данном зеленом цвете вряд ли обладает такими же волшебными свойствами, но что нам мешает попробовать добавить немного магии минерала в модный образ? Красный апельсин. В дословном переводе звучит как красный-оранжевый. Яркий оттенок, связанный с энергией и расширением возможностей. Кисло-сладкий, немного терпкий, этот фруктово-цитрусовый тон очень живой, интенсивный, пленительный. Однозначно обладает веселым, дерзким характером и создает позитивный настрой. Вдруг, если с утра что-то у вас не заладилось. Цвет дает мотивацию и желание браться за новое дело, пусть даже на первый взгляд не особо и перспективное. Папоротник. Это название эксперты вновь одолжили у окружающих нас растений. Его краткое описание – листовая зелень, уходящая корнями в мир природы. Цвет естественный, травяной, обладает спокойным, уравновешенным характером. Он отражает наш интерес к природе, к защите окружающей среды, здоровому образу жизни. Говорят, он приносит удачу. А еще модный зеленый всегда готов напомнить, что за холодной студеной зимой обязательно в нашу дверь постучится весна. Итальянская слива. Глубокий темно-фиолетовый тон, который наполнен волшебной энергией. Цвет добавляет в образ свою интригу, свой шарм, обладает какой-то потусторонней силой. Увлекающий, магический, роскошный. Отличный вариант для смелых модниц и поклонников фиолетовых оттенков.
Цвет итальянская слива прекрасно смотрится в шелковой, атласной ткани, в благородном бархате или теплых шерстяных фактурах. Сегодня лидирует в вязаных либо в меховых и кожаных изделиях. Одержимый луной или лунатик. Интересное название. Эксперты Pantone определили цвет как серый, который живет за облаками. Светлый серебристый оттенок, напоминающий дымку. Он совершенно не похож на серый цвет униформы. В цвете лунатик прекрасно смотрятся и брючные костюмы, и очаровательные платья, наряды с мягкой драпировкой, вечерние луки, а также образы с элементами в спортивном стиле. Зимнее небо. Холодный голубой оттенок, от которого, как от морозного воздуха, захватывает дух. Цвет словно пахнет прохладной, синевой, чистой, безоблачной выси. Он легкий, безмятежный и, можно сказать, прозрачный, как стекло. Наверное, именно так выглядит небесная лазурь в ясный и погожий зимний день. Будет особенно хорош, по мнению модных дизайнеров, в комфортных, расслабленных, повседневных образах. Составит отличную комбинацию с темным шоколадным. Прозрачный белый. В палитре Pantone указан как оптически осветленный белый цвет, передающий эффектную простоту. Кристально-прозрачный и хрупкий, как дорогой хрусталь, он обладает особым волшебным звучанием, когда даже в самом строгом с точки зрения кроя изделии вы явно услышите мечтательные, немного наивные ноты. Романтический и трепетный, нежный и деликатный. Модный прозрачный белый роскошно смотрится в монохромном луке. Часто он выражает наше стремление к душевному равновесию, которое ничто не должно нарушать. Восхитительный и, как всегда, безупречный. На этом этапе, друзья, давайте теперь перейдем к базовой цветовой палитре, то есть к более нейтральной гамме оттенков, где первым номером обозначен белый лебедь. Очень поэтическое, на мой взгляд, название. Эксперты института о нем говорят с нежностью и теплотой. Это мягкий, пушистый белый, полный изящества, грации. Элегантный, немного сдержанный и в то же время открытый. Бархатистый, густой, с легкой примесью вкуса топленого молока. Необработанная умбра. Теплый коричневый цвет с розовым подтоном. По описанию он имеет оттенок натурального минерального пигмента из глины, эмоционально связан с землей. В описании звучит как цвет, добавляющий приземленности модным образом. Он достаточно универсален, поскольку его можно смешивать во многих цветовых комбинациях. Внушает чувство покоя, комфорта, не перегружает глаз. В коричневом меньше драмы, к примеру, чем в черном, и смотрится он благороднее. Темно-серая чайка. По версии Pantone, сплошной и плотный серый цвет, который всегда актуален. Насыщенный, темный, надежный, он внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Серый готов поделиться с вами своей выдержкой и научить самообладанию. Только не стоит считать этот нейтральный темный тон слишком официальным. Он готов стать хорошей основой для любого аутфита. Прекрасно показал себя в романтических образах, в нарядах, где смешались спорт и гламур, в стильных, элегантных комплектах. Баритон синий. Это глубокий темно-синий цвет с фиолетовым подтоном, задумчивый, загадочный и словно хранит какую-то тайну. Он станет удачным союзником для большинства представителей колоритной палитры сезона. В него хочется заглянуть, как в бескрайнее вечернее небо с манящим мерцанием звезд. Возможно, именно такой оттенок мы увидим в полярную ночь на далеком горизонте. Баритон синий будто впитал цвет космического пространства, еще не изученных космических просторов. И завершает череду модных оттенков осенне-зимней палитры от института Pantone облепиха коричневая. Насыщенный золотисто-коричневый тон с рыжими нотками, уютный и аппетитный. Идеален для гардероба на холодный сезон. Вот такую цветовую палитру на осень-зиму 2024-2025 предложили эксперты, давно завоевавшие авторитет в мире моды. Сегодня я постаралась сделать для вас, мои дорогие зрители, максимально полный обзор. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, было интересно. Жду ваше мнение в комментариях. Я обязательно все читаю, для меня это важно. Только не забываем про лайк и подписку. Всем удачи, хорошего дня, здоровья и красоты. Только радости, приятных теплых эмоций от стильных модных обновок и обязательно не скучного, яркого, позитивного, солнечного настроения.